Поехал казак на чужбину далеко, на верном коне он своем. Нонна Мордюкова, которой 25 ноября исполнилось бы 97 лет, часто играла сильных женщин. Однако сама актриса была очень беззащитной и ранимой. Актриса остается в сердцах зрителей навсегда. Ее многочисленные выдающиеся роли вошли в историю отечественного кинематографа. Каждый раз, когда мы видим ее на экране, создается ощущение, что перед нами не актриса, а просто женщина из толпы. До того реалистично выглядела в своих ролях Нонна Викторовна. Но как Нонна Мордюкова расплатилась за успех и любовь личным счастьем? А это знаешь что? Что это любовное. Тут такое вытворяют. Ты когда захочешь, приходи, посмеемся. Будущая всесоюзная любимица появилась на свет 25 ноября 1925 года. По официальным данным, в селе Константиновка Артемовского округа Украинской ССР. По другим – станица Отрадная Краснодарского края. Второй версии придерживалась и сама Нонна Викторовна. К слову, ее настоящее имя была Ноябрина. Сама Нонна Викторовна признавалась, что как такового детства у нее не было. В семье росли 6 детей, и Нонна была самой старшей, что накладывало на нее дополнительную ответственность. Конечно, она помогала своей матери по дому, нянчилась с младшими братьями и сестрами. Кинематограф привлекал Мордюкову всю сознательную жизнь. Увидев вышедший в 1941 году фильм «Богдан Хмельницкий», Нонна буквально влюбилась в центрального персонажа, которого на экране воплотил Николай Мордвинов. Соединится брат с братом, и не будет силы той, чтоб нас сломила. Тогда она твердо решилась стать актрисой и послала Мордвинову письмо, в котором спросила, что нужно сделать, чтобы стать как Любовь Орлова. Актер предложил девушке после окончания школы приехать в Москву и найти его. Эти планы нарушила начавшаяся война, и в столицу Мордюкова смогла приехать гораздо позже. Однако разыскать Мордвинова ей не удалось. Зато без всякой подготовки она поступила во ВГИК, читая на экзамене то, что помнила из школьной программы, разбавляя деревенскими историями. Ее искренность и заметный талант не оставили комиссию равнодушной. Дебют Нонны в кино состоялся еще во время учебы. Сыграв в «Молодой гвардии» роль Ульяны Громовой, Мордюкова получила за нее сталинскую премию и любовь зрителей. Позже с улыбкой вспоминала, что на большую часть премиальных накупила шляпок. Была у этой сверхудачной роли и обратная сторона. В течение нескольких лет актриса оставалась заложницей воплощенного ею образа. Режиссеры не приглашали ее пробоваться в других фильмах, отказываясь увидеть в актрисе любой другой типаж, кроме сильной характером Ульяны. Даже в комедиях ее персонажи отличались твердым характером. Тут можно назвать и знаменитую роль управдома в «Бриллиантовой руке». Ну-с, придется принимать меры. А что делать? Пьянство, бой. И властной купчихи в «Женитьме Бельзаминова». Он мне нравится. Ты мне его... Мне бы домой. История бурной личной жизни Нонны Мордюковой достойна экранизации. Ее внутренняя сила, харизма и обаяние как магнит притягивали мужчин. Сестра актрисы Наталья Катаева рассказывала, что первым знаменитым поклонником Нонны Викторовны стал режиссер «Молодой гвардии» Сергей Герасимов. Он влюбился так серьезно, что был готов развестись с Тамарой Макаровой и даже примчался к матери Мордюковой на Кубань свататься. Говорил, что сделает из нее такую звезду, как Любовь Орлова, уверяла Наталья. А мама ответила: если у Нонки есть талант, она и без вас пробьется. А замуж за вас и незачем идти, вы лысый, старый. О браке с Вячеславом Тихоновым Мордюкова вспоминала с печалью и легким сожалением. Поженились они еще на 3-м курсе, хотя были совершенно разными, полными противоположностями. Когда оказывались в одних компаниях, Тихонов все боялся почувствовать себя неловко рядом с супругой. Просил не петь эти ее частушки, называя так любую песню в исполнении жены. Говорила мама мне про любовь обманную, да напрасно тратила слова. Затыкала уши, я ее не слушала. Ах, мама, мама, как же ты была права. Вот что говорила сама Нонна Викторовна об их браке. У меня осталась на него обида на всю жизнь. Ни разу не поздравил с днем рождения. Мы были совершенно разные. Я кубанская казачка, говорю громко. Если смеюсь, так от души. А он тихий, скромный, неразговорчивый мальчик. Отношения супругов нельзя было назвать гладкими. Мордюкова обладала взрывным характером,
много работала и не могла уделять достаточно внимания сыну и мужу. К тому же актриса слыла настоящей красавицей, поэтому ей все время приписывали романы с партнерами по съемочной площадке. Но не все слухи оказались выдумкой. Так, в 1960-м Нонна Мордюкова работала над картиной «Простая история» вместе с Василием Шукшиным. Мужчина обладал удивительной энергетикой. Вот и Нонна не устояла перед его обаянием. Увлеченные друг другом артисты гуляли вместе под звездами, слушали музыку и делали недвусмысленные признания. Шукшин даже заявлял, что рассказал своей невесте о чувствах к Мордюковой. Далеко отношения коллег зайти не успели, благодаря неожиданному визиту Тихонова на площадку. Не знаю, чем бы все закончилось, но тут на съемки, которые проходили далеко от Москвы, в деревне, приехал Тихонов с нашим сыном. Мужики они такие, все чувствуют. И вот он примчался в панаме с удочками, держит за руку ребенка. Какие уж тут романы, делилась воспоминаниями Мордюкова. Следующим испытанием для брака стали чувства, возникшие у Мордюковой к бывшему мужу Людмилы Гурченко, Борису Андроникашвили. Тихонов не просто знал о романе супруги, но и отпустил ее к любовнику на 3 месяца, надеясь, что в итоге избранница одумается. И он ей говорит: Нона, я так тебя прошу. Бывает страсть у человека. Я тебе это прощу. Вот давай 3 месяца я тебе даю для твоего вот этого огня. Как только огонь этот у тебя вот начнет погасать, вернись, но больше, чтобы никогда этого больше не было. А сейчас у меня тяжелая съемка, я, говорит, вы представляете, на что он пошел, чтобы только она вернулась. Она, конечно, не вернулась. Союз актрисы с Тихоновым рухнул после 13 лет совместной жизни. Брак с Андроникашвили Нонна Викторовна регистрировать не стала. Однако 5 лет пара провела бок о бок. Все это время Борис нигде не работал, а артистка вела хозяйство, снималась, ездила по сельским клубам с концертной программой. По возвращении она всегда заставала гражданского мужа в компании друзей, а значит, нужно было срочно придумывать, чем накормить гостей. Когда звезде экрана надоело нести на себе это бремя, она просто исчезла, а через неделю вернулась и объявила избраннику о размене квартиры. Столь же резко Нонна Викторовна бросила и второго официального мужа Владимира Сашальского. Замуж за него вышла актриса без особой любви, лишь бы коллеги не судачили, как она одинока. Однако терпеть алкоголизм Сашальского артистка не стала, и года не прошло, как подала на развод. О сыне Владимире Нонна Викторовна старалась вообще не говорить. Отмечала, что был красивым мальчиком, унаследовав лучшие черты внешности матери и отца. Он сыграл с ней в фильме «Русское поле», по сюжету которого героиня Мордюковой хоронит своего сына, погибшего на границе. Вставай, сынок. Слышишь? Вставай. Моя ты красота. Ты ж только ходить научился. К сожалению, фильм оказался пророческим. В течение долгого времени у Владимира были проблемы с запрещенными веществами. Тяжелые приступы, связанные с передозировками, случались и на глазах у актрисы. Мордюкова, как и любая мать в такой ситуации, очень сильно переживала и винила себя. Слишком рано она оставляла молодого человека без присмотра, уезжая на гастроли или съемки. Первая жена Владимира Тихонова, Наталья Варлей, говорила, он постоянно переживал из-за того, что родился и рос даже не в просто актерской семье, а был единственным ребенком самых настоящих народных кумиров. Статус звездного мальчика не помог ему в жизни, а сломал ее. Серьезная и долговременная зависимость Тихонова-младшего стала причиной 2 инсультов. Он честно стремился побороть свои недостатки. Периодами ему удавалось, казалось бы, избавиться от пагубных привычек, но потом все равно происходил срыв. За свою короткую жизнь он успел сняться в 12 картинах, играя добрых, положительных персонажей, по которым никто бы не сказал, какие проблемы преследуют его в реальной жизни. Ты все такая же. Какая? Сильный, ничего тебе не берет. Жить надо, Маш, никуда не денешься. Нонна Мордюкова после смерти сына прожила еще 18 лет, практически не снимаясь в художественном кино. Редким исключением стал фильм «Ширли Мырли» 1995 года. В комедию «Фарс» Владимир Меньшов позвал весь цвет актерского цеха того времени, предложив Нонне Викторовне, пусть и эпизодическую, но запоминающуюся роль сотрудницы ЗАГСа. Это естественно, если каждый день, а если 1 раз в месяц. Последней работой выдающейся актрисы на большом экране стала главная роль в картине Дениса Евстигнеева «Мама». Мордюкова и после этой картины ждала приглашений.
Но если ее и звали, то предлагали персонажей совсем не ее уровня. Простых бабушек ей играть не позволяла гордость. Окончательно сразили актрису осложнения от сахарного диабета, которым она болела последние годы своей жизни. На свой 82-й по счету день рождения она позвала всех своих братьев и сестер, как будто что-то знала, предчувствуя близость неизбежного конца. Нона Мордюкова ушла из жизни 6 июля 2008 года. Днем ранее она была госпитализирована в Центральную клиническую больницу, но спасти ее врачи не смогли. Актрису похоронили рядом с сыном на Кунцевском кладбище.